Прием, прием, как слышно? Прием, прием, как слышно? Видимо, слышно хорошо. Итак, давненько не было меня, давненько. Ой, что-то закрутилось, столько дел. Хочу рассказать вам вот какую, значит, новость. Буквально на днях поступила такой запрос. Обучение наращиванию ресниц с нуля и дистанционно. Представляете себе? И тут-то я задумалась не на шутку. Как же мне обучить дистанционно мастера по наращиванию ресниц? Вот так задачка. Значит, что это за мастер, я не знаю. Почему она приняла такое вообще решение, что ей нужно именно дистанционное обучение? Почему нельзя прийти и очно пройти курс? Я сейчас эту тему разверну. Какие причины могут быть у человека, чтобы пойти на такую достаточно нелегкую профессию, которая вообще не предполагает дистанционного обучения? Почему она это сделала, этот выбор, я не знаю. На никакие вопросы мои она не ответила, хотя я их и не задавала. Значит, давайте разберемся. Вообще, что такое дистанционное обучение? Это то, когда ты приходишь овладеть какое-то знанием, каким-то навыком профессии, но при этом без своего физического присутствия, да, через интернет. Есть у нас два мастера. Давайте мы их разграничим, потому что там разница хоть кое-какая, но все же есть. Как бы вывод, итог один, спойлер, никакого дистанционного обучения по наращиванию ресниц вообще быть не может, и об этом даже вообще надо забыть. Это дурость какая-то несусветная. Но все-таки давайте эту тему немножко разберем. Значит, есть у нас мастер, который не имеет совершенно опыта. Может быть, он видел пару роликов в интернете, как там нарастить ресницы и так далее. И, может быть, собственно, поэтому и загорелся таким желанием, такой, может быть, мечтой стать, значит, мастером по наращиванию ресниц. И второй вариант – это мастера, которые уже имеют опыт, уже профессионалы. Или не профессионалы, пускай мастер только закончил свое обучение, но он его закончил. То есть было какое-то базовое очное обучение. Правильное, неправильное, это мы разбираться не будем, вот просто оно есть и все. Также у нас есть информация. В нынешние года, в нынешний наш век информационных технологий, конечно же, информации избыток, разной совершенно. И, кстати говоря, это совершенно неплохо, я считаю. Пускай информации будет лучше больше, чем ее не будет совсем. Когда я начинала наращивать ресницы, естественно, я смотрела разные ролики, которых было 2 штуки, на секундочку. И как бы основываясь на них, которые были совершенно неправильные, там все показывалось неправильно, но на них я училась. И их было всего лишь 2. Хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Потому что недостаток информации, он, во-первых, ведет к тому, что ограниченное развитие получается, то есть ты не можешь себя реализовать полностью, да, ты не понимаешь все процессы, как они происходят. И из-за того, что ты мало чего знаешь, есть такая штука, как иллюзия знания. То есть когда человек вообще некомпетентен в каком-то вопросе, он начинает переоценивать напротив свою компетентность и думать, что вот он знает просто в этой области совершенно все, что является, опять же, иллюзией знания. Информации мало, а мы думаем, что мы супер такие крутые и все знаем. Вот. Но, однако, и переизбыток контента – это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Он ведет к невозможности, к трудности выбора. Ты не знаешь, где правильно, что неправильно. Особенно если ты в этой области вообще еще не сведущий, ничего не знаешь, очень сложно сделать выбор. Но если ты каким-то образом все-таки его сделал, этот выбор, принял для себя какую-то вот стратегию, которую в интернете тетя Маша сказала, что делай так, и ты так делаешь, то, опять же, никто не застрахован просто от того, чтобы постоянно отвлекаться на какие-то мелочи, на ненужные вещи и таким образом самому себя стопорить. Посмотрел много контента, и в голове получилась просто каша-малаша, путаница, непонятно, что делать. Итак, хорошо, решили. Информация есть, ее достаточно, и
теоретическую часть мы, конечно же, можем освоить через интернет. Более того, сейчас огромное количество всего в текстовом формате, в презентациях, не знаю, есть какие-то тренажеры, анимации, тра-ла-ла. Это все понятно. Все теоретические вопросы легко можно изучить самостоятельно. Но тут опять же есть некоторый нюанс, что насколько сильно вы заинтересованы в том, чтобы получить эту профессию и самостоятельно изучить материал. Как вы к этому подойдете? Будете ли вы реально в этом заинтересованы вкладываться? Вопрос в концентрации на этой задаче. Вовремя вы ее выполните или на отшибись как-то сделаете. Составите ли какие-то конспекты, зададите нужные вопросы, которые по-любому в новой области должны возникать. Итак, зафиксировали. У нас есть два мастера, новичок и опытный мастер. Неважно, какой у него опыт, да, неделя, один день, или месяц, или полгода, или 10 лет, неважно. У нас есть теоретическая база знаний, которую должен преподаватель предложить своему ученику потенциальному. И что дальше мы с этим будем делать? Значит, небольшое отступление. Я вообще знакома с дистанционным обучением, ну, если его так можно назвать, обучение, по двум форматам. Первое – это просмотр обучающих видеороликов. И видеороликов не абы каких, не каких-то там косых кривых в Инстаграме, а реально профессионально снятых. Настолько вышкаленный контент, что там просто не придраться ни к чему. И картинка, и подача, и сама по себе инфа просто 100 из 100. Второй формат – это онлайн-чемпионаты по наращиванию ресниц. Приходилось в годы пандемии, все помним прекрасно, когда мы стали заперты, то разного рода онлайн-форматы, собственно, там и зародились. До сих пор они процветают, и ничего в этом нет плохого. Я против онлайн вообще ничего не имею против, просто он в нашу сферу не подходит. Судила я онлайн-чемпионаты, и там, значит, загвоздка на загвоздке, потому что просмотреть работы дистанционно достаточно проблематичная задача. Недостаточно количества фотографий, картинка размытая, не хватает видеоконтента, снято с неправильного ракурса, некачественные фотографии. То есть таким образом огромное количество работ просто-напросто улетали в дисквалификацию, потому что их нельзя было никак просмотреть. Так вот, и первый, и второй случай, конечно, мне в чем-то, конечно, на меня какое-то влияние возымели. И просмотр этих роликов, конечно же, как-то отложился. Я все равно что-то оттуда почерпнула. Не могу сказать, что они были бесполезные. Онлайн-чемпионаты мне тоже удалось посмотреть работы. Тоже был интересный опыт. Но сказать сейчас, что я бы лично сама хотела онлайн обучиться какой-то технологии или пойти онлайн учиться какому-то преподавателю, нет. И смотреть онлайн-чемпионат по наращиванию ресниц, нет, конечно же нет. Живые – это супер, а вот эти вот все пересматривать, перелистывать фотографии и думать, гадать, а что там есть, а чего там нет, очень сложно и, собственно, неинтересно. Хорошо, давайте поиграем в эту игру. Значит, мастер по наращиванию ресниц, независимо от опыта, приходит на обучение. Моя задача выкатить ему какое-то количество текста, количество презентаций и так далее. То есть дать информацию о профессии. Более того, сейчас же 21 век, она заходит и еще дополнительно, помимо моих знаний, она еще черпает их из других источников. Все хорошо, прилежная ученица, все сделала вовремя. Значит, задание все выполнила. То, что касаемо теории, все супер замечательно. Изучили. Тренажер она купила, на нем ресницы сделала, сдала мне фотки, отправила потрясающего качества. Окей, все хорошо. Итак, оба мастера, независимо от их опыта, с этой задачей превосходно справились. И здесь доходит дело до самого важного, до практики. Реальной практики на людях. Мастер, который имеет за плечами опыт, значит, уже наверняка у него есть оборудованное какое-то рабочее место, где-то он занимается, хотя бы имеет представление о том, как вообще это все организуется. Делает работу, приглашает модель, и здесь мы сталкиваемся ровно с тем, что я говорила про онлайн-чемпионат. Не каждый ученик вам предоставит
качественные, действительно, фото, видео работ, где вы сможете эту работу все-таки оценить. Как мне правильно оценить на расстоянии его работу? Мы ее не видим, я не могу ее потрогать, я не могу ее пощупать. Ну да ладно, а новичок? А что с новичком-то? Она где? Она как будет работать? Она где вам кушетку возьмет? Ну ладно, хорошо, положит клиента на диван. А клиент это кто? Это же живой человек. Ну хорошо, найдет она модель, положит свою сестру или подружку. Где она возьмет инструменты для работы? Ну хорошо, маркетплейсы же работают, все есть, всего достаточно. Ну да бог с ним, начнет она все-таки делать ей эти ресницы. Хорошо, допустим, каким-то чудесным способом. Она все-таки их сделала. Но я не видела сам процесс, я не понимаю, как она сделала эту работу. Более того, опять же, она должна предоставить отчетную информацию, что она сделала, как была проведена работа. И вообще весь процесс, он пропущен. Мною пропущен как преподавателем. Как я должна выдать подтверждающий документ, что этот мастер готов к работе, если я даже не знаю, как она работает? Конечно, это выглядит вся ситуация очень привлекательно, что ты посмотрел много разных роликов на YouTube, у тебя есть какая-то, не какая-то насмотренность. Тебе предоставили теоретическую часть, очень доступную, понятную, классную, красивую визуально. Ты более-менее как-то начал работать, но ты просто вынужден сталкиваться с трудностями, потому что недостаточно знаний просто теоретических, их просто недостаточно. Открою вам Америку. Наращивание ресниц – это ручной труд, вы руками это делаете. И здесь во главу угла встает именно практическая часть, именно навыки, которые прикладные, вы должны уметь это сделать. А нам предлагается убрать, самое главное, убрать практическую часть и заменить ее самостоятельным изучением. Ученик должен самостоятельно работать с практикой. Это как вообще возможно? О каком дистанционном обучении здесь вообще может идти речь? Хочется добавить, черт побери. Опять же, если начать рассуждать немножко в другую сторону, а кто этот преподаватель, который вас обучил? Ведь здесь вот какое дело. Не каждый мастер, который наращивает ресницы, он способен обучать. Это далеко не так. Иначе откуда мы бы имели количество вот этих курсов просто никчемных, даже дурацких и совершенно не то что не полезных, а наоборот вредных. Это тоже большая лотерея, вы не всегда можете попасть к мастеру, который вас действительно чему-то научит. Да даже более того, если мы уйдем в эту философию, то и не каждый мастер, у которого я обучалась, возьмем меня в пример, и он меня чему-то научил. Все прошедшие мной обучения, они не сделали меня кем-то конкретным из тех мастеров, у кого я училась. Здесь, видите, это наша и беда, и наше счастье. В том-то и смысл нашей профессии, что мы по одной крупице, по маленькой хотя бы чуточке берем у каждого понемножку. И таким образом мы себя собираем как мастера. Ой, что-то я разошлась. Короче, суть в том, что дистанционное обучение и наращивание ресниц – это две несовместимые вещи совершенно. Не каждую профессию, не каждый навык, не каждое умение можно приобрести, зная только теоретическую какую-то базу. Так вот, пока за вашей спиной не стоит физический человек и своей твердой, уверенной рукой не поправляет вас в вашей работе, ни о каких грандиозных успехах, к сожалению, речи идти не может.